Привет, дорогие криптаны! Сегодня мы с вами обсудим, что же такое эффект Илона Маска, а более детально, как же лицо Илона Маска фигурирует в мире криптовалют. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Но мы начинаем. Создатель Tesla и SpaceX Илон Маск в последние годы определенно наслаждается своим колоссальным влиянием в Твиттере, где у него более чем 53 миллиона подписчиков. Одним небрежным твитом он может уронить или же вознести на невероятный уровень котировки не только своих предприятий, но и других публичных компаний. Пару лет назад он уже навлек на себя гнев комиссии по ценным бумагам США или же SEC, которая обвиняла его в введении инвесторов в заблуждение. Однако это не остановило бизнесмена. За последние полгода он переключился с фондового рынка на индустрию криптовалют и спровоцировал рост курса биткоина на десятки процентов. Чем быстро воспользовалась основанная им компания Tesla, которая в конце апреля заработала на продаже этой валюты более чем 100 миллионов долларов. Итак, сейчас давайте разберемся, как же Илон Маск научился одним твитом двигать весь крипторынок. Впервые всю мощь своего твиттера Маск ощутил еще 5 лет назад. Инвесторы и обычные покупатели в то время были одержимы новостями о разработке новой модели электрокара Tesla Model 3. Этот автомобиль должен был стать наиболее доступной моделью в линейке компании. И в июне 2016 года в американских СМИ стала распространяться информация о том, что поставщиком батарей для Model 3 станет компания Samsung. Но основатель Tesla решил внести ясность. Хотел бы уточнить, что над батареями для Model 3 Tesla работает эксклюзивно с компанией Panasonic. Новостные материалы, в которых утверждается иное, неверны. Твитнул тогда Илон Маск. После этого заявления акции Panasonic выросли на 4%, а капитализация всей компании примерно на 800 миллионов долларов. В то же время бумаги Samsung, подразделения южнокорейской корпорации Samsung по созданию аккумуляторов, батарей и дисплеев, упали на 8%, в результате чего ее рыночная капитализация снизилась на 580 миллионов долларов. Справедливости ради, ажиотаж вокруг Tesla Model 3 тогда был таким, что практически любой слух о деталях ее разработки продолжал движение на финансовых рынках. Так, акции тайваньской компании Hota Industrial Manufacturing, которая являлась единственным поставщиком коробок передач для электрокаров Tesla, в апреле 2016 года резко упали после новостей о том, что Tesla, вероятно, ищет еще одного поставщика. Распродажа пасхальных яиц. Прошло 2 года, и 1 апреля 2018 Маск решил разыграть своих подписчиков, опубликовав серию твитов о банкротстве Tesla. Несмотря на невероятные усилия по привлечению средств, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы, к сожалению, сообщаем, что Tesla полностью и бесповоротно обанкротилась. Настолько обанкротилась, что вы даже не представляете, написал глава компании. То, что это шутка, было довольно очевидно. В следующем твите Маск сообщил, что его самого после этих новостей обнаружили лежащим возле Tesla Model 3 без сознания, в окружении бутылок Tesla Килы и со следами подсохших слез на щеках. Это, конечно же, не было официальным заявлением, так в чем смысл? Счастье в новом месяце, заверил свою тираду Маск. Инвесторы шутку совершенно не оценили. Да и время для таких спекуляций было выбрано неудачно. Tesla в то время действительно сильно штормила. За месяц до шуточных твитов в Калифорнии произошло ДТП с участием Tesla Model X. Автомобиль врезался в отбойник, в результате чего находившийся за рулем водитель погиб. Причины аварии на тот момент не были установлены, однако в сети распространялись слухи о том, что виной всему стал автопилот. Спустя пару недель Tesla вновь оказалась в центре скандала. Компания объявила об отзыве 123 тысяч электрокаров Model S из-за возможных проблем с усилителем рулевого управления. В компании подчеркивали, что этому
этому отзыву не предшествовали какие-либо несчастные случаи, однако негативный фон было уже не изменить. Шутками о банкротстве, которые появились на таком неспокойном фоне, Маск только взбудоражил инвесторов. И по итогам торгов 2 апреля акции автопроизводителей упали еще на 5%. Однако это было только начало. В том же году из-за твитов Маск лишился должности председателя Совета директоров Tesla. Война с комиссией по ценным бумагам в США. Или же SEC. Спустя несколько месяцев после неудачной первоапрельской шутки Маск написал о планах вывести Tesla с биржи. Подумываю сделать Tesla частной по цене выкупа в $420 за одну ценную бумагу. Финансирование обеспечено, твитнул основатель Tesla. В указанной сумме была заложена огромная премия относительно рыночной цены. На тот момент она составляла около $350. Поэтому после заявления Маска котировки Tesla моментально рванули вверх. Такого вольного обращения с финансовым рынком комиссия по ценным бумагам и рынкам США уже не смогла перенести. Спустя месяц после публикации Маска SEC подала на него в суд, мотивируя это тем, что своим твитом он ввел инвесторов в заблуждение. Никакого финансирования под эту сделку не было, и делистинг в итоге так и не был проведен. В своем исковом заявлении SEC требовала убрать Маска с должности председателя Совета директоров Tesla и назначить туда еще 2 независимых директоров, создать новый комитет, который будет контролировать и модерировать все публичные высказывания Маска относительно дел Tesla и присудить ему и компании суммарный штраф $40 миллионов. Эта история больно ударила по положению Tesla на финансовом рынке. С августа по октябрь 2018 года компания потеряла около $12 миллиардов капитализации. Однако Маска это не остановило. Он продолжал иронизировать над ситуацией в своем твиттере, просто хотел заметить, что комиссия по обогащению спекулянтов делает невероятную работу. И изменение названия как в тему. Этот твит тоже не остался без внимания. Цена на акции Tesla в тот же день упала на 5% и продолжала снижаться еще несколько дней. Маск, несмотря на это, продолжал разжигать скандал. И в интервью телеканалу CBS он заявил, что не уважает SEC, а его твиты, несмотря на соглашение с SEC, по-прежнему никто не согласовывает. Такое смелое заявление не осталось без внимания. Ну и в феврале 2019 года SEC обвинила Маска в нарушении условий мирового соглашения после того, как он без предварительного согласования с юристами Tesla опубликовал в своем твиттере прогноз с искаженными данными о планируемых объемах производства электрокаров компании. В конечном итоге SEC и Маск подписали еще одно соглашение. В нем закреплен четкий перечень тем, по которым бизнесмен должен получать письменное одобрение со стороны Tesla, прежде чем публиковать что-то в соцсетях. Ну а в следующем видео мы с вами обсудим более детально именно влияние Илона Маска на крипторынок. На этой ноте наше видео подходит к концу, надеюсь, что вам было полезно и интересно. Если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки и колокольчики, а также подписываться на канал. Ну и конечно же пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующее видео, чтобы мы с вами таким образом делали контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить о том, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто это просто.